Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. И сегодня мы поговорим на прекраснейшую тему – осознанность. Это вечная тема, и она будет нужна в любые времена человечеству. Что такое осознанность? Осознанность – это полное доверие, принятие жизни во всех ее проявлениях. Когда человек пребывает в осознанности, он видит жизнь живой. Не только видит и чувствует, и понимает, и слышит. Не только когда человек живой идет, или птичка поет живая, или дерево растет, но оно не может говорить. У человека оживает все. И ветер, и воздух, все становится живым. Пространство. Вплоть до всей планеты Земля. Она становится настоящей мамой, которая взращивает и дает возможность жить всем нам в живом, едином, неделимом организме. Когда человек пребывает в осознанности, скажу честно, ему легче в 1000 раз жить. В 1000. Потому что, в первую очередь, он находится в доверии. Когда человек находится в доверии, он слышит жизнь. Жизнь им, можно сказать, руководит и управляет, ведет его по судьбе. Он с ней не борется, он ее принимает, он ей доверяет и проходит те испытания, которые она уготовила ему сама жизнь. Он их принимает на позитиве и с благодарностью разные ситуации. Не осуждает, а любит. И благодарит. Будь то тяжелые ситуации, будь то легкие. У человека появляется волшебная палочка. Это просветление и осознанность. Он уже не нуждается в вере. Он уже знает всем своим естеством. Он уже им является даже. Ему не надо уже знать. В этих ситуациях человек идет по жизни мягко. 10 человек идут, думают, они не проходят путь. Человек осознанно идет совсем другим путем, и он проходит его быстрее и оказывается в более выгодной ситуации положения. 10 человек пытаются найти работу, не получается, осознанно пришел, у него все получилось. Потому что он не использует мозги. Он их использует только когда они нужны. Когда там точные науки, почитать надо то-то, то-то, у такое точное, да, мозги надо использовать. Но когда чувствуешь, что идешь по жизни, по судьбе, мозги не нужны. Ты слышишь жизнь, она первоисточник твоей судьбы. Ты ее слышишь, идешь и не борешься с ней. Лично я не говорю, я хочу. Зачем мне хотеть, если я уже всем своим естеством понимаю, что она уже все уготовила мне? Моя индивидуальная задача только ее благодарить и трудиться. Развивать себя в вере, в трудолюбии. Трудолюбие – это очень важная вещь. Ну, очень важная для каждого. И принятие. Это осознанность. Она вам дает бонусы по сравнению со всеми другими людьми. Вы знаете, как в картежнике играете со всеми козырями в жизни. Я когда-то в карты играл. Вот вы играете в дурака, а у вас все козыря. От туза и ниже. Вы выиграете или проиграете? Конечно, выиграете. Но даже не выиграть, вы выиграете в самой жизни, потому что вы выиграли, вы стали счастливыми. А счастье – это самая высшая награда. И счастье не в деньгах, в семье даже, в детях, в мамах, папах, родителях, братьях, сестрах, любимых, сексе и так далее. Нет. Счастье рождается либо в душе. Это для многих непознанный остров, где они еще никогда не бывали. Как я на Таити. Сейчас. French Polynesia, actually. Понимаете? И осознанность дает вам возможность двигаться легко. Вы себя не заставляете, вы понимаете, это надо делать, все, и вы действуете. У вас нет борьбы больше. Надо, не надо, хочу, не хочу. Как воздухом дышать. Надо трудиться, вот зарядку делать. Я делаю.
Я не спрашиваю себя, я хочу этого делать, не хочу. И оно тогда вырождается в любовь, понимаете? Вы начинаете делать тяжелые вещи, которые в обыденной жизни вы делали с очень тяжелым напряжением, вы начинаете делать легко. Я помню свои переживания, которые были 20 лет до осознанности, и сейчас. Это разные вершины, понимаете? Там надо было трудиться, заставлять себя потеть, а сейчас кайф, удовольствие и принятие, и наслаждение процессом, понимаете? Делаю одно и то же, но восприятие изменилось. Только концентрация моего внимания изменилась. В то время я думал об одном, сейчас я ни о чем не думаю, а просто живу. Я как себе скинул вещи, знаете, лишние, рюкзак. Не благодаря вере, не благодаря чему-либо, что мне кто-то помог. Нет, это труд личный, индивидуальный. И также он у вас есть. Осознанность открывает вам врата туда, куда вам надо прийти, самым кратчайшим способом. Когда человек желает, он идет по своим желаниям. Он сначала туда зайдет, и пока он придет, куда ему надо, он говорит: я устал. Осознанный пришел за минуту к этому действию, потому что он не блуждал по своим желаниям. Я хочу это, потом нет, я это не хочу, потом он получил это, и оказывается, что ему вообще не надо. В большей степени так всегда. Кто пользуется мыслями. Я хочу. Жизнь дает «я хочу», но только вы блуждаете потом по замкнутому кругу. Когда у вас доверие к жизни, да, приводит горькие ситуации, есть, конечно, есть. Есть. Но ты их принимаешь как родные свои, что они тебе даны для того, чтобы ты стал сильнее, мудрее, красивее. Да, человек становится красивее в том теле, в котором он находится, понимаете? От него исходит свет и любовь, которая не требует от других ничего взамен. Если человек получает взамен, он счастлив. Если он не получает ничего взамен, он также счастлив. У него энергия не убавляется, а только прибавляется. 2 плюса. И это волшебные качества осознанности. Осознанность также дает возможность жить в моменте. Это самое ценное. Вот я нахожусь здесь на островах и с коллегами иногда провожу время. И люди, находясь на Таити, они думают, что они будут делать на Аляске. Представляете? Они находятся в раю, но они думают, где они, что они, как они будут кофе пить где-то там в будущем. Или когда они что-то делали. Потом мы находимся на Гавайях, они думают, где как... Я удивляюсь, как человек не может видеть то, где он уже находится. Он постоянно где-то в прошлом, в будущем, куда-то стремится. Он стремился сюда приехать на Таити, он приехал на Таити и думает за другое совсем. Так вот, насладись. Побудь с этими птицами, понимаете? Не надо никуда спешить. Тот, кто спешит, людей насмешит. Будь в моменте. Здесь любовь. Она здесь находится. Вот ощути ее, ощути Таити. Нет. Из 100 человек может только 1. И то с натяжкой. И вот почему нужна осознанность каждому человеку. Чтобы вы стали счастливыми. Она не нужна ни мне, ни кому-либо другому. Хотите счастья? Желаете? Трудитесь, любите, уважайте, прощайте, не злитесь, живите в принятии, не осуждайте, избавьтесь от вредных привычек, и вам откроются двери в пространство, где вы еще никогда не были. Это пространство называется волшебство нашего физического мира и момента сейчас, где вы находитесь, понимаете? И вы станете счастливы. И без каких-то наркотических веществ, а ваша душа будет светиться изнутри. И вы будете напитаны счастьем, любовью и принятием. Всем мира добра. Обнимаю и прекрасного дня. С уважением, Михаил.